1968 год. За 12 месяцев 4 подводные лодки 4 разных стран исчезают со всеми экипажами. Израиль, Франция, Советский Союз, Соединенные Штаты. Разные океаны, разные обстоятельства. Ни одно из объяснений за 58 лет так и не закрыло вопрос до конца. 3 из этих лодок до сих пор не похоронены. Одну тайно подняли американцы. Что именно вынесли изнутри, мир узнал только через 40 лет. И то не до конца. Одна из лодок перед исчезновением успела передать на базу странную фразу. Командир сказал слышать непонятные звуки, идущие за субмариной. «Сейчас погружусь, разберусь». Связь оборвалась. Лодку искали 51 год. Что это было? Череда совпадений? Или у океана в том году было что-то общее, чему до сих пор не дали имени? К этому вопросу я еще вернусь, и не один раз. Но сначала надо понять масштаб. Потому что, когда я первый раз сел разбирать 68-й, у меня в голове сложилась карта, и эта карта меня, мягко говоря, удивила. 25 января 68-го. Восточное Средиземноморье. Где-то между островами Крит и Кипр на маршруте из Великобритании в Израиль выходит на связь израильская дизель-электрическая подводная лодка «Дакар». Сообщает координаты, спокойно, штатно. Через несколько часов следующий плановый сеанс. Сеанса не будет. Связь с лодкой пропадает. На борту 69 человек. Сама лодка почти новая для израильского флота, незадолго до этого купленная у англичан. Это, кстати, отдельная история, к ней я вернусь во втором узле, она важная. 27 января. Все то же Средиземное море, но другая его часть, район Тулона на юге Франции. Учение военно-морских сил. На воду выходит «Минерв», современная французская подводная лодка типа «Дафне». Командир передает на базу сообщение. Странное сообщение. Я о нем, в общем, уже упоминал в самом начале, но здесь его надо положить на карту вместе с остальными. На борту «Минерв» 52 человека. Лодку искали с 68 по 2019. 51 год. И когда нашли ее разорванной на глубине 2000 с лишним метров. То есть смотрите, что получается. За 2 суток 2 подводные лодки 2 разных стран в одном море, без видимой связи между собой. 8 марта, 6,5 недель спустя. На другой стороне планеты. Тихий океан, северная часть, район примерно в 1000 с лишним миль северо-западнее Гавайских островов. Советская дизельная ракетная подводная лодка К-129, бортовой номер 574, под командованием капитана первого ранга Владимира Кобзаря пропускает плановый сеанс связи с командным пунктом. Лодка вышла из бухты Крашенинниково на Камчатке 24 февраля. На борту 98 человек. 3 баллистические ракеты с ядерными боеголовками. Боевое патрулирование. И тут я хочу остановиться на одной вещи. Про К-129 у меня на канале есть отдельный большой разбор. Если эта тема вам ближе остальных, поищите в плейлисте, ссылку я оставлю. Сейчас я не буду повторять подробности. Сейчас она важна как точка на карте. 22 мая. Атлантический океан, западнее Азорских островов. Американская атомная подводная лодка «Скорпион», современная, быстрая, многоцелевая, возвращается на свою базу в Норфолке. Идет со средиземноморского задания. По плану должна прийти 27-го. Не приходит. Через несколько дней ее начинают искать. На борту 99 человек. Несколько месяцев спустя обломки найдут на глубине около 3400 метров. Что именно произошло, спорят до сих пор. И это тоже отдельный разговор, к нему я вернусь. Итого, с 25 января по 22 мая 68-го 4 подводные лодки 4 стран. 4 океанских района, 4 разных причины. Насколько мы вообще можем говорить о причинах, когда у 3 из 4 их официально не установлено? Около 318 человек. И вот теперь то, ради чего я это все на одну страницу собрал. То, что меня лично заставило углубиться в тему. Когда я начал смотреть статистику аварийности подводных лодок за весь 20 век, мирное время, не война, оказалось, что такого, как в 68-м, не было ни до, ни после. Это аномалия. И, что мне еще интересно, каждая из этих 4 стран расследовала свою катастрофу отдельно, сама, у себя, с разными подходами, разными выводами, разной степенью секретности.
Совместного расследования, где бы все четверо собрались и посмотрели на свои данные одновременно, не было никогда. Скажу честно, я даже не уверен, что оно было возможно в 68-м. Холодная война, разведки, флоты – у каждого свой угол. Но при этом отсутствие такой совместной работы означает простую вещь. Никто никогда не сравнивал 4 последних сеанса связи, 4 акустические записи, 4 карты течений и температур. Если у этих катастроф было что-то общее, оно так и осталось разбросанным по 4 разным архивам. Возможно, ничего общего нет. Возможно, все совпало случайно. Океан большой, лодок было много, аварийность подводного флота в 60-е вообще была высокой. Это тоже честная версия, я ее не сбрасываю. Но если общее все-таки есть, найти его уже почти невозможно. Слишком много времени прошло, слишком много свидетелей ушли, слишком много документов так и не были рассекречены. Слушайте, если про эту темную полосу 68-го вы раньше не слышали, а я подозреваю, большинство не слышало, подпишитесь на канал. Я буду разбирать каждую из этих 4 лодок. Каста-29, как я уже сказал, разобрано отдельным видео. Оно на канале есть. Дакар, Минерв и Скорпион будут разбираться внутри этого фильма. Подпишитесь, чтобы не пропустить. А пока есть один общий вопрос ко всем 4 катастрофам. Если это паттерн, а не случайность, что у этих лодок может быть общим? Технически, политически или, может быть, еще в чем-то таком, чему мы пока название не подобрали? К общему вопросу про все 4 лодки я буду возвращаться, но прежде чем искать общее, надо понять каждую по отдельности. И начну я с той, чью историю в русскоязычной аудитории знают, на мой взгляд, меньше всего – с Дакара. Это, по-моему, самое личное из 4 катастроф. Личное в том смысле, что для Израиля 60-х это была беда, равная гибели всего подводного флота сразу. Маленькая страна, молодой флот и лодка, которой не должно было пропасть. Чтобы это понять, надо начать с того, что Дакар – это не израильская лодка по рождению. Это англичанка. Британская подводная лодка типа Т. Заложена в Девонпорте в октябре 42-го. Спущена на воду в 43-м. В строй вступила в январе 45-го. Успела на самый конец Второй мировой. Воевала под именем Тотем. Дальше у нее была вполне обычная для своего времени биография. 20 лет службы в Королевском флоте, океаны, базы, учения. К середине 60-х британцы ее списывают. К этому моменту в мире уже строят атомные субмарины, а такие дизель-электрические послевоенные лодки – это уже техника предыдущего поколения. Не списать в утиль, продать тому, кто покупает. Тогда так делали все. В 65-м году лодку покупает Израиль. Я тут хочу сделать оговорку. В источниках встречаются разные даты передачи. По одним 64-й, по другим 65-й. Если кто-то из вас разбирается в этой части истории и знает точно, напишите в комментариях, мне самому интересно. Главное, что Израиль покупает не одну лодку, а 3 сразу. Потому что до этого подводного флота у Израиля, по сути, не было. И вот эти 3 бывшие британские Т становятся основой нового подводного компонента. Их перегоняют в Хайфу, модернизируют под израильские нужды, переоборудуют отсеки, ставят свою связь, переводят документацию на иврит. Тотем получает новое имя – Дакар, по названию африканского порта. Бортовое обозначение на иврите Цадик-77. Командиром назначают капитана 2-го ранга Якова Раанана. Молодой офицер, в Англии проходил подготовку, в командирах впервые. Экипаж – 69 человек. Подавляющее большинство тоже учились в Британии. То есть это, по сути, элита нового израильского подводного флота. Не просто экипаж, это люди, которые должны были потом учить следующих. Перегон из Портсмута в Хайфу для команды Раанана – задача и боевая, и церемониальная одновременно. Это не просто доставить лодку. Это пройти маршрут, на котором тебя смотрит несколько разведок. Это показать, что израильский флот работает. Это, наконец, привести в свой порт корабль, который ждут. 9 января 1968 года Дакар отходит от причала Портсмута. Курс на Гибралтар. Дальше через Средиземное море. До Хайфы по плану около 2500 морских миль. Сейчас, если посмотреть на карту, кажется, что тут идти? 2-3 недели максимум. Но на дизель-электрической лодке 60-х годов это серьезный переход. Часть пути под водой, часть на поверхности.
регулярные дозарядки аккумуляторов, контакты с базой по графику, возможные маневры, чтобы не пересечься с теми, с кем пересекаться не надо. У меня лично, когда я первый раз сводил себе хронологию этого перехода, было ощущение, что все идет нормально. Никаких сигналов тревоги. Ни в радиограммах, ни в воспоминаниях тех, с кем Дакар поддерживал связь. Бискайский залив прошли спокойно. Гибралтар – спокойно. Зашли в Средиземное море. Шли восточным маршрутом, мимо Сицилии, мимо Крита, к восточной части моря, где уже близко Кипр и Хайфа. Хотя вот тут есть одна вещь, которая нужна, чтобы понять остальное. По имеющимся данным, командование флота в Хайфе торопило Раанана на несколько суток раньше плана. Чтобы прийти к торжественному моменту, там был какой-то юбилей или памятная дата, я уточню в комментариях. Из-за этого Дакар в какой-то момент шел быстрее, чем планировалось. Это, как я понял, потом сыграет большую роль в поисках. Лодка отклонилась от первоначального графика, и весь район поиска был построен на неправильном предположении о ее маршруте. Но об этом в следующем узле. 25 января в половине 11 утра по местному времени Дакар проходит южнее острова Крит. С лодки передают плановый сеанс связи, точные координаты, доклад. На борту все в порядке. Никаких внештатных ситуаций, никаких аварий, никаких подозрений на постороннее присутствие. Сообщение спокойное, штатное. Следующий сеанс назначен через 6 часов. Стандартный график для перехода такого типа. Этого сеанса не будет. Что произошло между этими 6 часами, мы не знаем. И, видимо, не узнаем уже никогда. То, что произойдет дальше, это поиски. Огромная, многонациональная, изнурительная операция, которая будет идти больше 2 месяцев и не даст результата. А потом еще 30 лет тишины. И вот тут, мне кажется, надо разобраться отдельно. Почему в 60-х при всей мощи западных флотов с помощью американцев, англичан, греков, турок современную, известную, на известном маршруте лодку в относительно небольшом море найти не смогли? Не смогли — это сейчас, через 58 лет, звучит почти невозможным. Современные системы поиска находят затонувшие самолеты в океане за дни. Тогда нет. Тогда было все совершенно иначе. И эта история про поиск, по-моему, отдельная драма внутри основной. Начну с самого начала. 25 января 68-го. Половина 5-го вечера по местному времени. Хайфа ждет планового сеанса с Дакаром. Не получает. На связи тишина. Сначала, как это часто бывает, никто особо не волнуется. Связь могла подвести по техническим причинам, лодка могла идти в зоне, где прием затруднен. Подобные пропуски случаются, ждут следующего окна. Следующее окно – ничего. Еще одно – ничего. К полуночи становится понятно, что это уже не задержка, это что-то другое. В штабе военно-морских сил Израиля поднимают тревогу. 26 января к утру начинается официальная поисковая операция. И вот тут момент, который, по-моему, стоит отдельного слова. Поиск Дакара – это редкий случай, когда холодная война на пару недель отступила. Лодку искали все. Военно-морские силы Израиля, само собой. Великобритания, потому что это была их бывшая лодка, и они хорошо ее знали. Соединенные Штаты, 6-й флот в Средиземном море предоставил корабли и самолеты. Греция и Турция давали разрешение на работу в своих водах и помогали. Когда есть конкретная задача – найти пропавшую современную субмарину с экипажем, государства, которые в обычных условиях друг на друга смотрят с напряжением, начинают работать вместе. Это, кстати, потом повторится с Минервой, но об этом дальше. Район поиска – район между Критом и Кипром. Это, грубо, около 200 тысяч квадратных километров. Цифру эту я видел в разных источниках, она может немного гулять, но порядок такой. Очень много воды. И, что важно, глубины там не маленькие. В среднем больше 2000 метров, кое-где почти 3. Поисковая операция идет 2 с лишним месяца. Корабли утюжат поверхность. Самолеты летают вдоль предполагаемых маршрутов. Гидроакустические станции, те, что были у 6-го флота ЦША в Средиземном море, прослушивают глубину, на случай, если лодка лежит на грунте и кто-то на ней еще пытается стучать по корпусу. Никакого ответа. 6 марта 1968 года правительство Израиля официально объявляет о прекращении поисков. Объявляется траур. Все 69 моряков считаются погибшими. И вот тут деталь, которая меня лично цепляет больше всего. Через год после катастрофы, в 1969-м,
Палестинский рыбак из поселка Хан-Юнес в секторе Газа, который тогда находился под израильским контролем, идет по берегу и находит аварийный буй с Дакара. Я попробую объяснить, что это такое, потому что для людей, далеких от подводного дела, это не очевидно. Аварийный буй — это специальное устройство на подводной лодке. Внутри радиомаяк. Если лодка попадает в аварийную ситуацию, экипаж может, или система автоматически, отстрелить буй. Он всплывает на поверхность и начинает передавать сигнал бедствия с координатами. Это, по сути, последний привет от тонущей лодки. Голос, который должен дойти, даже если корпус уже ушел на дно. Буй с Дакара нашли через год. На берегу. Палестинский рыбак. Это, в общем, такая ирония. Нашел человек, который к израильскому флоту не имеет никакого отношения и который не знал, что именно держит в руках. Буй передают в Англию на экспертизу. И вот здесь интересный момент. На корпусе буя живут морские организмы. Биологи смотрят, какие именно, и говорят, эти организмы характерны для определенного района северной части Средиземного моря. Не южный, где и шел Дакар по официальному маршруту, а северный. То есть буй принес координаты. Не прямые, конечно, потому что течения могли его таскать сколько угодно, но косвенные, указывающие на район, где, возможно, лодка лежит. И вот тут начинается то, что я могу назвать только разочаровывающей хронологией. В этот указанный биологами район отправляются новые поиски. Ничего. То ли расчет по морским организмам был не вполне точным, то ли буй за год унесло течением далеко от места отстрела, то ли, кто его знает, экспертиза в чем-то ошиблась. Лодки в этом районе не нашли. Потом десятилетия попыток. В 1978-м совместная экспедиция Израиля и США с батискафами, с новым по тому времени оборудованием. Ничего. В 1981-м большая израильская поисковая операция. Ничего. В 90-х снова и снова. Каждый раз с новыми технологиями, с новыми гипотезами, с новой надеждой. Каждый раз пусто. И вот в чем, как я понимаю, был основной просчет. Все эти годы поиски строились на одном предположении, что Дакар шел по официально утвержденному маршруту. Если по нему, значит искать надо там и там. Логично. Но, видимо, лодка шла не совсем по нему. Чуть быстрее, чуть ближе к одному берегу, чем планировалось. Может, чтобы успеть к торжественной встрече в Хайфе, о которой я говорил раньше. Может, по соображениям, которых мы не знаем. В итоге она оказалась в нескольких десятках миль от той точки, в которой ее искали. И эту ошибку поисковики десятилетиями повторяли. Не потому, что были плохими специалистами, а потому, что у них не было оснований сомневаться в маршруте. Слушайте, если эта история вам важна, поставьте лайк сейчас, не откладывая. Это правда помогает каналу. И помогает имени этих ребят выходить из тишины, в которой они десятилетиями оставались. В 1999 году ВМС Израиля идут на новый шаг. Подписывают контракт с частной американской компанией Neoticus. Сумма контракта около $1,5 миллиона. Компания специализируется именно на поиске затонувших объектов с помощью гидролокаторов бокового обзора. Это такая техника, специальный прибор тянется за судном-носителем, посылает звуковые сигналы в стороны и вниз, и по эху рисует подробную карту дна. Neoticus строит поисковую сетку заново. Не от предполагаемого места гибели, а от широкой полосы возможных маршрутов Дакара. Длина сканируемой зоны — 150 километров, ширина — 10. Это в десятки раз меньше тех 200 тысяч квадратных километров, которые перебирали в 1968-м. Но гораздо точнее. 29 мая 1999 года на глубине почти 3000 метров гидролокатор показывает аномалию. Длинный объект, узкий, лежит на дне в естественной для подводной лодки позе. Это Дакар. Через 31 год 69 моряков, которые в 68-м ждали возвращения домой, лежат там, где их искали 31 год, но не там, где смотрели. Их семьи получили подтверждение, что близкие нашлись. Не живыми, конечно, но не пропавшими без вести, а найденными. В строчке статуса это меняет одну букву. Но для родственников это меняет все. Хотя ответ на главный вопрос еще не получен. Лодку нашли. Это значит, что теперь можно туда спуститься, посмотреть, понять, что произошло. И вот когда первые подводные аппараты приходят к Дакару, то, что они там увидят, отчасти закроет вопрос, который 31 год оставался открытым. А отчасти откроет новые. Откроет.
Потому что у каждого хорошего ответа на дне океана всегда есть 3 новых вопроса. С 99 года к Дакару опускались несколько экспедиций. Сначала, почти сразу после обнаружения, компания Неотикус провела предварительное обследование. Сняли изображение с гидролокатора, опустили автоматический подводный аппарат, посмотрели общую картину. Уже этого хватило, чтобы поднять шум, объявить родственникам и закрыть 30-летнюю неизвестность. В 2000 году вторая экспедиция, более подробная, с камерами высокого разрешения, со специалистами, которые могли по обломкам читать обстоятельства. В 2012-м еще одна, уже с современным оборудованием, способным снимать панорамы. Эти 3 обследования дали примерно одинаковую картину. И именно по ней эксперты строят сегодняшнюю основную версию. Что увидели на дне? Дакар лежит на глубине почти 3000 метров. Точнее, по данным Неотикус, около 2900. Но самая важная деталь – это не глубина. Это то, что лодка лежит не одним куском. Носовая часть и кормовая отдельно. По разным оценкам, между ними от 100 до 170 метров расстояния. То есть на каком-то этапе погружения корпус разломился. Дальше носовая и кормовая опускались отдельно и легли на дно в разных точках. Рубка, то есть верхняя надстройка, где у подводников ходовой мостик, где обычно стояли командир и вахтенный, сохранилась относительно неплохо. Ее, к слову, потом подняли и установили в военно-морском музее в Хайфе. Сейчас это центр мемориала Дакара. Туда приходят родственники погибших, кладут цветы. Это, можно сказать, единственный кусочек этой лодки, который вернулся к людям. И вот теперь самое важное. То, чего на корпусе Дакара нет. Нет признаков боевых повреждений. Это вывод, по которому сходятся все 3 экспедиции. Никаких следов попадания торпеды, а след торпеды на корпусе вы спутать ни с чем не сможете. Это всегда характерная пробоина с вывороченными внутрь рваными краями. Здесь ничего такого. Никаких следов столкновения с надводным кораблем, это тоже узнаваемая картина. Обычно проседание с одного борта, борозды по обшивке, заломы. Ничего такого. Никаких следов мины, а в этом районе их и быть-то не должно было. Минных полей в 68-м между Критом и Кипром не имелось ни у израильтян, ни у англичан, ни у египтян. Корпус разрушен, но разрушен изнутри. Точнее так, разрушен внешним давлением, а не внешним ударом. Это очень разные вещи. Когда снаружи бьет, металл вворачивается внутрь. Когда снаружи давит, металл сминает корпус целиком, со всех сторон сразу. У Дакара второй случай. Лодку раздавило, как пустую жестяную банку. И вот это главный технический вывод. Лодка погибла на большой глубине. На той глубине, на которую ее корпус не был рассчитан. Что бы ни произошло наверху, в финальной фазе лодка ушла вниз и провалилась туда, откуда вернуться было уже физически невозможно. Самая правдоподобная версия того, что привело к этому проваливанию, это техническая авария, связанная со шноркелем. Я постараюсь объяснить, что это такое, потому что это ключевая деталь. Дизель-электрическая подводная лодка под водой идет на батареях. Чтобы зарядить эти батареи, надо запустить дизельный двигатель. А дизелю нужен воздух, и куда-то надо выводить выхлоп. На поверхности с этим все просто. А вот для работы под водой инженеры придумали шноркель. Это такая выдвигающаяся труба, через которую под водой можно забирать воздух с поверхности и через которую же уходит выхлоп. Лодка идет под водой, но не глубоко, чтобы шноркель торчал в воздухе. В верхней части шноркеля стоит клапан. Если по какой-то причине лодка погружается чуть глубже, чем нужно, или волна заливает шноркель, клапан срабатывает, закрывается, не пускает воду внутрь. Это грубо защитный механизм. Так вот, на лодках типа Т, к которому относился Дакар, клапан шноркеля был известным слабым местом. Есть данные, что он мог заклинить, например, после прохождения большой волны или из-за коррозии. Если он заклинил в открытом положении, лодка под водой получает поток воды прямо в моторный отсек. Уровень начинает расти. Команда пытается локализовать пробоину, но локализовать пробоину сверху, где вода уже поступает через систему вентиляции, очень тяжело. За считанные минуты лодка теряет дифферент, дальше плавучесть, дальше провал в глубину. Корпус Дакара был рассчитан, по разным оценкам, на глубину около 100-120 метров боевого погружения. Может, чуть больше, с запасом, но не намного. Под ним, в той части Средиземного моря, дно лежит на 2900,
Расчетный запас прочности на этих глубинах не работает. Корпус сжимается до критической точки и схлопывается. Это происходит, по оценке инженеров, за секунды. И вот это, как я понимаю, то, что в итоге произошло. Не атака, не диверсия, не таинственный объект. Скорее всего, заклинивший клапан. Несколько минут паники в моторном отсеке и провал, при котором все происходит быстрее, чем экипаж успевает что-то предпринять. Это самая правдоподобная версия. Недоказанная, потому что окончательно доказать что-либо на 3000 метров глубины почти невозможно. Ты не можешь поднять лодку и развинтить ее, как любую другую технику. Но эта версия объясняет все, что видно на дне. Все остальные не объясняют. Те самые остальные, кстати, всерьез рассматривались. Версия первая. Атака советских противолодочников. 1968 год. Это пик советского присутствия в Средиземном море. Корабли 5-й оперативной эскадры базируются в египетских портах. Лодка «Дакар» проходит относительно близко. Эта версия фигурировала в первом секретном докладе израильского БМФ министру обороны Моше Даяну, датированном 1 марта 1968-го. Ее всерьез отрабатывали. После обследования обломков версия снята, следов нет. Версия вторая. Атака египтян. В Александрии стояли египетские корабли, в том числе фрегат «Ассиут», который, по одному из слухов, в эти дни как раз сбрасывал глубинные бомбы на чью-то лодку у египетских берегов. Версия проверялась. Снята по двум причинам. Во-первых, Дакар в район Александрии не заходил. Это было бы серьезным нарушением маршрута, и косвенных подтверждений этому нет. Во-вторых, опять же, следов внешнего воздействия на корпусе нет. Следов внешнего воздействия нет. И версия третья, конспирологическая. Здесь все. От секретной американской операции до неопознанных подводных объектов. Эти версии, а они тоже всерьез фигурировали в публикациях, я их не выдумываю, я разберу отдельно, когда дойдем до общего анализа. Скажу пока одно. Все, что про них стоит знать, упирается в тот же простой факт. На корпусе Дакара нет следов того, чтобы кто-то его атаковал или чем-то на него воздействовал извне. То есть, если коротко, с Дакаром почти все ясно. Не идеально, не на 100%, но рабочая версия есть, и она объясняет почти всю картину. Это, повторюсь, единственная из 4 лодок 1968 года, по которой у меня в голове складывается более-менее устойчивый ответ. А вот с 3 другими все гораздо сложнее. Хотя, казалось бы, у них должно быть наоборот. 3 из них западные, ресурсы у их флотов и спецслужб были громадные, разбираться они могли с куда большим инструментарием. И все равно. Что с Минервой, которая исчезла через 2 суток после Дакара, и о которой командир успел сказать одну странную фразу? Что с К-129, чьи ракеты и часть тела американцы потом подняли со дна, и часть из этих фотографий до сих пор не показали? Что со Скорпионом, вокруг которого до сих пор живет версия тайной подводной дуэли? И начну я со второй по хронологии, с Минервы. Потому что именно там есть та фраза, которую я уже несколько раз упоминал, и из-за которой во всей этой истории появляется элемент, на Дакаре отсутствующий начисто. Этот элемент — звук. Что-то, что командир Минервы слышал перед тем, как оборвалась связь. Что именно, мы до сих пор не знаем. И с этой неопределенностью мы, видимо, останемся. Прежде чем подойти к этой фразе, надо понять, что это была за лодка. Минерв — французская дизель-электрическая подводная лодка. Принадлежала к серии «Дафне». Это была вторая половина 50-х, начало 60-х, новый по тому времени тип. Сами лодки этой серии — известная конструкция. Их потом покупали разные страны, включая Португалию, Пакистан, Испанию и Южную Африку. Минерв построена в 61-64. К моменту катастрофы относительно молодая. Не списанная ветеранша, как Дакар, а наоборот, современная для своего времени машина. Несколько лет успешной службы за плечами. 27 января 1968 года учения. Стандартные. В Средиземном море в районе Тулона. Это юг Франции, главная база французского подводного флота. На борту Минервы 52 человека. Командир – капитан-лейтенант Андре Фови. Я называю его, потому что фраза, о которой пойдет речь, это его фраза. Сама задача учебная. Лодка идет на небольшой глубине в режиме шноркеля. Это, как я уже объяснял на Дакаре, тот самый способ хода, когда дизель работает под водой, забирая воздух через выдвинутую трубу. Это обычный режим для лодок того поколения. Ничего экзотического. В 7 часов 50 минут утра последний сеанс связи с базой.
И вот тут формулировка, которую я цитирую как есть по нескольким источникам. По публикации «Мосправды», по нашим и французским материалам, посвященным катастрофе. Командир Минервы сообщает, что собирается погрузиться, чтобы разобраться в непонятных звуках, якобы преследующих субмарину. После этого связь обрывается. Я здесь хочу остановиться, потому что в этой фразе 3 важных слова. Непонятных, преследующих, субмарину. Это не странный шум в правом машинном отделении. Это не снижение давления в гидравлике. Это не помехи в радиоприеме. Это формулировка из категории, которую гидроакустики используют, когда не могут классифицировать источник звука. Когда что-то слышно, но непонятно что. Когда направление сигнала меняется так, как будто кто-то идет за тобой, но никого не видно. Что именно слышал командир Минервы, мы не знаем. Это, мне кажется, важно проговорить прямо. У нас нет аудиозаписи. У нас нет записи в журнале «Гидроакустика», которая дошла бы до сегодняшнего дня. У нас есть только короткое последнее сообщение на базу и потом тишина. Дальше почти исключительно версии. Версия первая, техническая. Это могла быть неисправность собственной гидроакустической системы Минервы. Лодки той эпохи иногда сами создавали себе призраков. Например, если в каком-то узле гидрофонов появлялась микротрещина или коррозия, она могла генерировать характерные звуки, которые акустик считывал как контакт. Командир, видя, что показания странные, мог решить погрузиться, чтобы войти в режим тишины и проверить, нет ли там реального источника. Версия вторая. Кто-то рядом. Другая подводная лодка. У Франции в 1968-м в Средиземном море работали и свои корабли, и союзники по НАТО. Совсем рядом 6-й флот США. И, как я уже говорил, в этих же водах активно работал советский подводный флот. Никаких официальных подтверждений, что в районе учений Минервы в тот день была другая лодка, нет. Но никаких документов, исключающих такую возможность, тоже нет. 60-е — это эпоха, когда подводные лодки разных стран сталкивались гораздо чаще, чем это потом признавалось. Версия третья. Биология. Океан, особенно в районе подводных каньонов, а у Тулона рельеф дна сложный, это среда, которая сама себе создает звуки. Большие косяки рыбы, кит на пределе слышимости, тектонические процессы, Средиземное море — сейсмически активный регион. Иногда что-то, что вообще ни на что известное не похоже. Гидроакустики ВМС разных стран, независимо друг от друга, описывали так называемые биологические контакты, звуки, источник которых так и не удалось установить. И вот тут я скажу одну вещь. Осторожно, без нажима, потому что эта мысль легко уходит в спекуляции, а я этого не хочу. Океан в 60-е годы — это среда, которую человечество тогда еще только-только начинало изучать, по-настоящему систематически. Глубоководных аппаратов было мало, карта дна приблизительная, звуковой фон океана не описан полно. Многие звуки, которые акустики ВМС тогда слышали и относили в категорию неклассифицированных, получили объяснение только в 70-е, 80-е, 90-е. А некоторые не получили его и до сих пор. Не потому, что это инопланетяне, просто потому, что океан большой, а наше внимание к нему ограниченное. Что именно услышал командир Минервы, мы не узнаем. Лодку начали искать в тот же день, 27 января. Французские ВМС, авиация, надводные корабли. Поиски шли несколько недель. Ничего. В 69-м повторная экспедиция. Снова ничего. Глубины в районе Тулона 2-2,5 тысячи метров. Без сложного оборудования на таких глубинах что-то искать почти бессмысленно. Потом десятилетия. Со временем Минерв становится для французов тем же, чем Дакар был для израильтян. Национальной болью, которая не уходит. Семьи погибших каждые несколько лет обращались к Министерству обороны с просьбой возобновить поиски. К 50-летию катастрофы в 2018-м обращение оформилось в петицию, и в 2019 году французская сторона согласилась снова попробовать. К поискам подключилась американская компания Ocean Infinity, та самая, у которой к тому моменту был успех с аргентинской подводной лодкой «Сан-Хуан». Они подключают к работе беспилотные подводные аппараты, способные сканировать дно автономно на больших глубинах с очень высокой детальностью. В июле 2019 года нашли. В 45 километрах от Тулона, на глубине 2350 метров. Корпус разрушен.
По характеру разрушений эксперты делают вывод, что лодка затонула очень быстро, по разным оценкам за 4 минуты. Это, если переводить на язык людей, не подводников, 52 членам экипажа на спасение оставалось меньше времени, чем уходит на чашку кофе. Окончательной экспертизы корпуса не проводили. Возможные причины в публикациях называются 3. Взрыв торпеды на борту, столкновение с чем-то, кораблем, неизвестным объектом, еще чем-то, техническая неисправность шноркеля или системы вентиляции. Какая из 3, точно неизвестно до сих пор. Возможно, узнаем со временем, возможно, никогда. И вот вопрос, на который я ответа не могу дать, как ни бьюсь. Командир, который успел сказать про звуки, он услышал что-то, что было прямой причиной катастрофы? Или он услышал что-то, что напугало его и заставило сделать маневр, а уже сам маневр привел к технической неисправности? Или одно совершенно не связано с другим, и звуки — это сама по себе деталь, а гибель лодки сама по себе? На этот вопрос нет ответа. В отличие от Дакара, у которого почти все ясно, у Минервы не ясно почти все. Эта история, кстати, по-русски почти нигде не звучала. О Дакаре хоть что-то слышали те, кто интересуется советской военной историей. О К-129 тем более. А о Минерве почти никто. Если хотите, чтобы я разбирал такие сюжеты дальше, подпишитесь на канал. Без подписок такие темы просто никто не делает. А пока пора возвращаться в Тихий океан. Потому что в марте 68-го, через 1,5 месяца после Минервы, произойдет еще одна катастрофа. И с ней связана, возможно, единственная история из всех 4, где есть не только версии, но и часть лодки, которую достали со дна. И не наши достали. Не наши. Американцы. И это, в общем, одна из самых странных строк в истории Холодной войны. Когда одна сверхдержава тайно поднимает со дна часть подводной лодки другой сверхдержавы, а та другая узнает об этом только годы спустя. Но обо всем по порядку. Здесь я постараюсь быть короче, чем по другим лодкам. У меня на канале есть отдельный большой разбор К-129, длинный, подробный, со всеми версиями и деталями операции «Дженнифер». Ссылку оставлю в описании к этому видео. Сейчас я не буду повторяться. Сейчас она важна для меня как еще одна точка на карте 68-го года. 24 февраля 1968 года. Бухта Крашенинникова. Это Камчатка, Тихоокеанский флот. Подводная лодка К-129, проекта 629, под командованием капитана первого ранга Владимира Кобзаря отходит от пирса. На борту 98 человек. 3 баллистические ракеты с ядерными боеголовками. Несколько торпед, в том числе с ядерным зарядом. Боевое патрулирование в северной части Тихого океана. Лодка дизель-электрическая, не атомная. Это, кстати, важно, потому что К-129, как и Дакар и Минерв, идет под водой в режиме шноркеля. И, как и они, проводит большую часть похода именно так. Сеансы связи раз в несколько дней, по графику. Лодка должна выходить на связь в строго определенное время, в определенной точке маршрута, чтобы подтвердить, что у нее все в порядке. Это стандартная процедура. 8 марта К-129 должна выйти на связь после прохождения контрольного рубежа. И не выходит. На центральном командном пункте военно-морского флота тревога. Подождать еще несколько часов. Нет. Сутки. Нет. 2 суток. Нет. Поднимаются спасательные силы. Самолеты Тихоокеанского флота начинают облет района предполагаемого патрулирования. Не находят ничего. Этот район Тихого океана, глубина около 5000 метров. Это бездна. Если лодка пошла на дно, найти ее собственными силами в 60-е годы почти невозможно. И вот тут линия, которая делает историю К-129 уникальной среди всех 4. Американцы. У них к 1968 году развернута система SOSUS. Это сеть подводных гидрофонов, разбросанных по дну Тихого и Атлантического океанов. Сеть была изначально настроена на обнаружение советских подводных лодок. И вот эта сеть, как потом выяснилось, 8 марта зафиксировала характерные звуки. По интерпретации американских специалистов, это были взрывы, подводные. И координаты этих взрывов – район примерно в 1200 милях северо-западнее Гавайских островов. Глубина около 5000 метров. Американцы знают, где лежит К-129. Советские – нет. Это парадокс холодной войны. Чужая разведка иногда знала о собственных потерях больше, чем собственные службы. 1974 год. Сэра через миллиардера Говарда Хьюза
у которого была компания со специфической репутацией и большими возможностями, тайно строит специальный корабль. Называется Glomar Explorer. Огромное судно с подъемным механизмом в центре корпуса, под видом добычи марганцевых конкреций. Это такие минералы на дне океана, экзотическая отрасль, на которой можно было обосновать любое странное оборудование. Реальная цель — прийти в точку гибели К-129, опустить захват на 5000 метров, ухватить корпус и поднять его на поверхность. Операция называлась «Дженнифер». Иногда ее еще называют проект «Азориан». Подняли не всю лодку. Корпус не выдержал нагрузки на подъеме. Часть оторвалась и ушла обратно на дно. Поднять удалось носовую часть, длиной около 38 метров. Это, по разным оценкам, примерно треть всей лодки. Что было внутри? И вот здесь начинается зона, которая до конца не рассекречена даже сейчас. По разным источникам, тела 6 моряков. 2 торпеды, одна из них, предположительно, с ядерным зарядом. Кодовые книги, документы. Часть документов и обломков ЦРУ изучала в режиме секретности годами. Тела моряков, которых подняли, американцы похоронили в море, по всем правилам морского обычая, с советским флагом. Видеозапись этих похорон была частично рассекречена в 2010-х. Я ее видел. Не буду описывать, это нужно смотреть самому. Скажу только, что один из самых необычных кадров эпохи Холодной войны — это когда американские моряки стоят по стойке смирно и провожают советских моряков в море под советским гимном. Эта запись и еще некоторые материалы были позже переданы российской стороне, официально, при Борисе Ельцине в 1993 году. Что касается версий причины гибели К-129, я их здесь буду перечислять очень кратко. Первое. Взрыв ракетного топлива в шахтах. Анализ записей САСУС, проведенный американцами уже в 2008 году, показывает, что 11 марта в районе гибели лодки были зафиксированы характерные звуки взрывов в подводном положении. По их интерпретации, это сдетонировало ракетное топливо в шахтах номер 2 и номер 3 на запредельной глубине, когда лодка уже падала. Вторая — столкновение с американской подводной лодкой, конкретно с Swordfish, которая в этот период тоже работала в Тихом океане. Версия популярная, но без доказательств. Российские военные, в частности, адмирал Радий Зубков, эту версию отвергают. Третье — взрыв водорода в аккумуляторных батареях. Если в аккумуляторных отсеках накапливается водород и срабатывает искра, лодка получает сильный внутренний взрыв. Четвертое — проникновение воды через шахту шноркеля. Та же история, что у Дакара и, возможно, у Минервы. И здесь то, что меня в этой истории цепляет больше всего. Не отдельные версии, а общий рисунок. У К-129 тоже временное окно, что у Дакара и Минервы. Конец зимы, начало весны 68-го. У К-129 те же признаки катастрофы, мгновенная гибель без аварийного сигнала на большой глубине. И ровно так же, как у Дакара и Минервы, никаких однозначных доказательств того, что ее атаковали или сбили. Все версии чужого воздействия без твердой опоры. Те, кто смотрел мою серию про К-129, узнают много знакомого. Если не смотрели, оставлю ссылку в описании. Подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропускать. Я к этой эпохе еще не один раз вернусь. У нас остается еще одна лодка из тех 4. И это уже не дизель-электрическая, как 3 предыдущие. Это атомная. Современная даже по меркам 68-го года. Многоцелевая, скоростная, специально построенная для борьбы с такими, как К-129. И она гибнет всего через 10 недель после К-129. Совпадение? Версия о том, что это было не совпадение, есть. Я к ней не отношусь как к доказанной, но я обязан ее рассказать. Потому что она самая взрывоопасная из всего, что мы пока проговорили. Самая взрывоопасная. Потому что если она правда, то все представление о подводном противостоянии Холодной войны надо переписывать. А никаких твердых доказательств нет, и, скорее всего, уже не будет. Но это не повод эту версию замалчивать, потому что в публицистике она живет и продолжает обсуждаться. Чтобы понять ее, надо сначала понять, о какой именно лодке идет речь. «Скорпион». Атомная многоцелевая подводная лодка ВМС США. Бортовое обозначение ССН-589. Построена в конце 50-х, в строю с 59-го.
Современная, скоростная, специально спроектированная для борьбы с подводными лодками потенциального противника. То есть, грубо говоря, для охоты на советские субмарины. С аккумуляторными лодками типа К-129 она работала бы примерно так же, как «Ястреб» с уткой. Преимущество в скорости, в маневре, в гидроакустике, в общем, по всем параметрам. 99 человек экипажа. Это серьезная цифра. И среди них, что нечасто рассказывают, было несколько лингвистов, специалистов по русскому языку. Они на «Скорпионе» прослушивали советские радиоканалы, из чего понятно, что лодка работала не просто как противолодочный охотник, а еще и как разведывательный инструмент. 22 мая 1968 года. «Скорпион» возвращается на свою базу в Норфолке, на восточном побережье США. Идет со средиземноморского задания, стандартная ротация. По плану 27 мая прибытие домой. В этот день в Норфолке семьи моряков должны встречать лодку. 27 мая «Скорпион» не приходит. В первые сутки обычное ожидание. Может задержка по техническим причинам, может погода, может изменили маршрут. К концу дня тревога. К следующему дню поднимаются спасательные силы. Поиски несколько месяцев. Огромный участок Атлантики между Гибралтаром и американским побережьем. Это, по сути, целый океан. И только в конце октября 1968-го обломки находят. На дне Атлантики, в 300 милях юго-западнее Азорских островов, глубина около 3400 метров. 99 человек погибли. Что увидели на дне? Корпус разорван. Носовая и кормовая части лежат отдельно, как и у Дакара. Разрушения, характерные для лодки, которая проваливалась на запредельную глубину. То есть, как и в 3 предыдущих катастрофах, в финальной фазе «Скорпион» ушел вниз и был раздавлен давлением. Официальная версия ВМС США – техническая авария. С формулировкой «причина точно не установлена». Среди возможных причин рассматриваются несколько. Главное – неисправность торпеды. Конкретно торпеды типа Марк-37. У этих торпед была известная проблема. При определенных условиях они могли самопроизвольно активироваться, развернуться и пойти на собственную лодку. Если такая торпеда взорвалась внутри корпуса или сразу за бортом, это могло привести к смертельной пробоине. Вторая возможная причина – потеря управления и провал на глубину. Третья – взрыв аккумуляторных батарей. Четвертое – техническая авария в энергетической установке. Это все официальные версии. Они логичны, они объясняют картину на дне. Они не вызывают политических проблем. А теперь то, что вызывает. В 2008 году в США выходит книга американского журналиста Эда Офли. Называется «Скорпион на дне». Офли работал по этой теме много лет. В книге он излагает версию, которая до этого ходила в публицистике, но никогда не была изложена так подробно. По Офли, К-129 8 марта 1968 года погибла не сама по себе, а в результате столкновения с американской подводной лодкой Swordfish. Это, по его данным, была разведывательная операция, во время которой произошла трагическая ошибка. Swordfish якобы получила повреждения и пришла на ремонт в Юкосуку, в Японию, что косвенно подтверждается некоторыми судовыми журналами. А «Скорпион», по версии Офли, погиб 22 мая того же года, 2,5 месяцев спустя, в результате ответной советской операции. По его данным, это была не атака советской подлодки, это была атака советских надводных кораблей с применением противолодочного оружия. Месть за К-129. Тихая, но кровавая. Я цитирую Офли как есть. Точно так же я цитирую противоположную сторону. Российский адмирал Радий Анатольевич Зубков, бывший флотский подводник с опытом службы именно в 60-е годы, эту версию публично отверг. Аргументы у него простые. Аппаратура слежения 1968 года, даже американская, не могла надежно отличить одну подводную лодку от другой на близком расстоянии. И тем более засечь пуск торпеды, момент попадания и взрыв под водой так, чтобы потом это можно было однозначно реконструировать. То есть даже если бы атака была, у нас сейчас не было бы технических данных, по которым ее можно было бы подтвердить или опровергнуть. Это означает простую вещь. Версия Офли, она красива, она логично закрывает несколько неудобных вопросов. Она объясняет, почему советская сторона так нервно реагировала на американскую попытку поднять К-129 в 1974-м.
потому что советская сторона знала, что в этой истории кто-то виноват. Она объясняет, почему «Скорпион» погиб именно через 2,5 месяца. Это разумный срок для подготовки ответной операции. Но твердых доказательств у нее нет, ни одного. И поэтому я ее рассказываю. Потому что ее надо рассказывать. Она существует в публикациях, ее разбирают серьезные авторы. Но я не говорю, что это правда. Это версия. Одна из. И в этой истории есть еще одна деталь, которую я не могу пройти мимо. По публикации того же Офли, координаты гибели «Скорпиона» американцы получили не сами. По его данным, координаты передала советская сторона через дипломатические каналы. Якобы это было обменом за информацию по К-129, которая у американцев на тот момент уже была. К этой детали надо относиться с большой осторожностью. Документального подтверждения у нее нет. Это слова Офли со ссылкой на его источники. Но если это правда, то напрашивается простой вывод. Советская сторона как минимум знала, где лежит «Скорпион», раньше, чем американцы нашли его официально. Объяснений этому может быть много. Самое простое – советские гидроакустические станции тоже слышали взрывы в Атлантике 22 мая. Системы у Советского Союза были, и они работали. Может, не так широко, как американский СОСУС, но в районе Атлантики что-то было. Самое сложное объяснение – кто-то знал, потому что был там, и знал, где «Скорпион» лежит, потому что видел, как он туда лег. Я этого второго объяснения не утверждаю. Я только проговариваю, что оно на столе. И что окончательно отвергнуть его пока не получается. Получается такая картина. 4 катастрофы. У каждой есть рабочая техническая версия. У Дакара почти доказанная – шноркель и провал на глубину. У Минервы несколько технических версий, но без однозначного выбора. У К-129 4 версии, и ни одна окончательно не подтверждена. У «Скорпиона» официальная техническая версия плюс одна крупная альтернативная, которая остается в зоне «не подтверждено» и «не опровергнуто». То есть с каждой по отдельности можно как-то справиться. Можно сказать, ну да, такие катастрофы бывали и в другие годы. Может, в 68-м просто несколько разных историй сложились в один календарь. А если посмотреть на них вместе? Если задать общий вопрос, почему именно этот год? Что было в этом году такого, чего не было в 67-м и в 69-м? Вот тут начинается самая интересная часть и самая, по-моему, спекулятивная. Потому что от технических версий, от инженерных отчетов и поисковых операций мы переходим в зону, где у меня нет жестких доказательств, только наблюдения. И может быть чувство, что не все в этой истории мы пока что научились видеть. Не научились видеть — это может быть слишком сильно сказано. Скорее так, научились видеть только то, что можем измерить. А измерить мы в 60-е годы под водой могли далеко не все. Это, по-моему, важный нюанс. И из него вырастают 4 основные версии того, что такое 68-й год в подводной истории. Я разложу их по очереди, от самой скучной к самой странной. Версия первая. Простая статистика. Никакого паттерна не было, просто совпало. Подводных лодок в 60-е годы по миру было много. Несколько сотен в строю, еще больше в резервах. Они быстро устаревали, новые конструкции появлялись каждые несколько лет, старые приходилось гонять до полного износа. Аварийность вообще была высокой. По данным разных морских историков, в 60-е ежегодно случались катастрофы. Лодки тонули, гибли экипажи, шла рутинная работа войны без войны. Если посмотреть на 68-й как на одну точку в длинном ряду, она выпадает. Но если посмотреть на десятилетие в целом, может и не так сильно. Может, в 67-м или 69-м отдельные катастрофы тоже были, просто не такие громкие, не с такими экипажами, не с такими ракетами на борту. Эта версия, в общем, самая удобная. Она снимает все вопросы и оставляет ощущение порядка. Ее сторонники — это, как правило, серьезные военные историки, которые не любят легенд. Минус ее в том, что она не объясняет, почему именно эти месяцы 68-го года дали такую плотность катастроф. Январь, март, май. Это не разбросанные точки, это сгусток. Версия вторая. Холодная война как невидимая мясорубка. 68-й год был пиком подводного противостояния. Соединенные Штаты и Советский Союз держали в Мировом океане несколько десятков лодок одновременно. Кто-то на патрулировании, кто-то на разведке, кто-то на учениях. Они постоянно сталкивались. Иногда в прямом смысле, физически. Известны случаи столкновений советских и американских лодок под водой. И до 68-го, и после.
Просто эти случаи редко становились достоянием публики. По этой версии Дакар и Минерв — побочный ущерб. Просто оказались не в то время, не в том месте. Прошли через зону, где работали советские противолодочные корабли или американские атомные субмарины, и не пережили этой встречи. Или попали на мину, которую кто-то поставил, не предупредив союзников. Или, не зная того, проводили учения там, где параллельно шла настоящая операция. Эта версия, она тоже без прямых доказательств, но у нее есть сторонники в военных кругах и в США, и в России. Они говорят: ну вы поймите, тогда в Средиземном море и в Атлантике лодки ходили буквально под килем у друг друга, столкновения были неизбежны, просто о большинстве из них так никто и не узнал. Версия третья, техническая. Общий фактор. Если приглядеться, у всех 4 лодок есть техническое сходство. Дакар и К-129 дизель-электрические, с очень похожей системой шноркеля. Минерв тоже дизель-электрическая, того же поколения. Скорпион — атомная, но с торпедами Марк-37, у которых были известные проблемы с произвольной активацией. Все 4 лодки в 68-м использовали аккумуляторные технологии примерно одного типа, а у этих аккумуляторов была общая болячка, связанная с выделением водорода при определенных режимах эксплуатации. То есть гипотетически можно представить, что в 68-м сработал какой-то общий технический фактор. Например, в этом году началась эксплуатация партии аккумуляторов с дефектом. Или появилась проблема с уплотнителями шноркеля у нескольких типов лодок одновременно. Или еще что-то такое, что технически объединяет 4 катастрофы. Я честно скажу, на эту версию у меня есть только косвенные данные. Прямых доказательств того, что был общий технический фактор, я не нашел. Но как гипотеза она логична, и инженеры подводного флота ее всерьез обсуждают до сих пор. И версия 4, к которой я подхожу осторожнее всего, потому что от технических разговоров мы здесь переходим в зону, где документов нет, а есть только слухи, наблюдения и публикации в прессе разной степени серьезности. Эту версию я бы назвал необъяснимыми обстоятельствами. Сюда входит много всего разного, включая версии про неопознанные подводные объекты. Это не моя выдумка. Эти версии всерьез обсуждались в публикациях по Дакару, Минерве и Скорпиону. Особенно вокруг Дакара в публикациях 80-х-90-х их было довольно много. И вот здесь я сделаю одно осторожное наблюдение. Это наблюдение, не утверждение. Мы знаем, что в 60-е годы и американский, и советский, и французский флот время от времени сталкивались с гидроакустическими контактами, которые официально проходили под названием «неопознанные подводные объекты». В западной военной классификации они называются USO — Unidentified Submerged Object. Аналог НЛО, только под водой. Это рабочая категория. То есть военные акустики действительно слышали что-то, что не могли отнести ни к одной известной им категории. Ни к кораблю, ни к подводной лодке, ни к биологии, ни к природному шуму. Часть этих контактов потом получала объяснение. Оказывалось, что это технический сбой собственной аппаратуры. Часть — биологическое явление, которое тогда еще не было описано наукой. Часть так и осталась в архивах со штампом «Неустановленный источник». Это не значит, что инопланетяне топили подводные лодки. Я не верю в эту версию и не хочу ее продавать. Но это значит, что океан в 60-е годы для людей был куда менее понятным, чем мы привыкли думать. По-настоящему систематически глубины начали изучать в 70-е и 80-е. До этого многое, особенно в звуковом, акустическом плане, оставалось загадкой даже для собственных военных. И иногда, в самых неожиданных местах, акустики слышали что-то, чего им никто потом не смог объяснить. И здесь я возвращаюсь к одному факту. Ни к версии, ни к гипотезе, к факту. Командир Минервы перед исчезновением передал на базу, что слышит непонятные звуки и идет погружаться, чтобы разобраться. Эта фраза в архивах есть. Ее никто никогда не объяснил. То есть в этой истории 4 лодок 68-го года есть один документально зафиксированный звук, и он остался без имени. Я понимаю, что таких разборов в русскоязычном Ютубе сейчас почти нет. Если эта тема вам заходит, подпишитесь на канал, я буду к ней возвращаться. Она большая, и одной серией ее не закрыть. А пока я хочу свернуть с версией обратно к людям, потому что вот тут, на этом моменте, у меня всегда возникает один и тот же образ.
Все эти версии, все эти технические аргументы и контраргументы, все эти споры адмиралов в отставке и журналистов с книжными контрактами, они происходят над теми, кто 58 лет назад остался под водой, и над теми, кто ждал их на берегу. А им на эти версии было, в общем, все равно. У них был другой счет времени и другой груз. Другой груз — это не метафора. Это, по-моему, очень точное слово для того, что десятилетиями носили семьи погибших на всех 4 лодках. 69 человек на Дакаре — это 69 семей. Жены, родители, дети. У кого-то маленькие, у кого-то школьники. Кому-то в 68-м было 2 года, кому-то 12. И вот эти дети росли с фотографией отца на стене и не знали, отец погиб или просто исчез. Потому что в строчке официального документа долгое время стояло «пропал без вести». 31 год. Это, в общем-то, больше, чем длина одного человеческого поколения. Кто-то из родителей не дождался. Это случается с такими историями всегда. Когда лодку наконец нашли в 99-м, к тому моменту уже умерли многие из тех, кто помнил Якова Раанана живым. Это, как мне кажется, отдельная боль. Узнать правду слишком поздно, чтобы передать ее тем, кто ждал. В Израиле Дакар — это не просто военная катастрофа, это национальная травма. В Хайфе стоит мемориал, тот самый, в который потом установили поднятую рубку. Каждый год траурные церемонии. Школьники приходят с учителями. Я смотрел фотографии и видеозаписи. Это сильное место. Когда сталь, побывавшая под 3-километровым давлением и поднятая обратно к людям, стоит на пьедестале и на ней лежат цветы, это работает иначе, чем обычный камень с именами. С французской Минервой похожая история, но смещенная по времени. У них не было ни рубки, ни обломков. У них десятилетиями вообще ничего не было. Только память. Семьи погибших каждые несколько лет писали обращение в Министерство обороны Франции, просили возобновить поиски. Им отвечали: нет средств, нет технологий, нет смысла. Так 20 лет, 30, 40. В 2018 году, на 50-летие катастрофы, родственники погибших собрались вместе и написали коллективное обращение. Не одно письмо от одной вдовы, а письмо от всей группы – детей, внуков, племянников. К этому времени многие первые вдовы уже ушли. Это писали в основном те, кто отца не помнил вовсе. Министерство обороны Франции согласилось. Подключили современные технологии. И в 2019-м, через 51 год, Минерв нашли. 45 километров от Тулона, глубина 2350 метров. Лодка лежала там все это время, в 45 километрах от своей базы. Всю жизнь, все это поколение, она была почти рядом. Только никто не знал, где именно. С Каста-29 у нас в России история семей оказалась самой странной из 4, потому что часть лодки в 1974-м подняли американцы, и часть тел тоже подняли, и похоронили в море с почестями. Это все было сделано без участия советской стороны. Советские семьи в 70-х ничего об этом не знали. О том, что американцы что-то поднимают со дна, узнавали слухами, без подробностей. Точные опознания моряков, которых похоронили в море, до конца не сделаны до сих пор. 6 человек — это все, что известно. Кто именно эти 6 из 98, определить полностью так и не удалось. Часть документации американцы потом передали российской стороне. Это произошло в 1993 году, когда Борис Ельцин был с визитом в США. В торжественной обстановке, с фотографиями и видеозаписями. Но окончательной ясности это не дало. Часть документов осталась засекреченной в США. Часть была передана с купюрами. Я знаю, что у некоторых семей моряков Каста-29 до сих пор хранится копия той ельцинской передачи на видеокассете. Они ее время от времени пересматривают. Это все, что у них есть. «Скорпион» — единственная из 4 лодок, где система памяти налажена более-менее официально и широко. В США есть мемориалы на нескольких военно-морских базах. Имена 99 моряков выгравированы. Каждый год поминальные церемонии, семьи получают приглашения. Это стандартная американская работа с памятью военных потерь. Не лучше и не хуже других, просто более системная. Но и здесь, как с Дакаром, окончательной правды о причинах гибели семьи не получили. Им официально сказали: техническая авария, обстоятельства до конца не установлены. Этого многим не хватило. До сих пор есть американские родственники моряков «Скорпиона», которые не верят в официальную версию и считают, что лодку погубили советские. И есть те, кто верит официальной,
но при этом считает, что от них что-то скрывают. Это, кстати, общая черта всех 4 семей. Не одно ощущение скрытности, а атмосфера, в которой ничего не сходится до конца. Что меня цепляет во всех 4 историях? Родственники тех, кто погиб в 68-м, оказались в каком-то особом странном положении, которое в нашей культуре даже не имеет названия. Близких нет, тел почти ни у кого нет. Официальной причины смерти нет в виде, в котором ее можно прочитать и поверить. Версий много, и каждая из них может быть правдой, и ни одна не доказана. И все, что им остается, это ждать. Ждать новой экспедиции, ждать рассекречивания документов, ждать, когда какой-нибудь подводный аппарат снова опустится туда, где остался отец, муж, сын, и принесет еще какой-то фрагмент ответа. Многие не дождались. У капитана Дакара Якова Раанана была жена, Эстер. Она давала интервью в 2010-х, уже после того, как лодку нашли и рубку подняли. И в одном из этих интервью у нее есть фраза, которая, по-моему, объясняет все, что я только что попытался выразить. Я цитирую по памяти, может, не совсем точно, но смысл вот такой. «Я не могла снова выйти замуж. Я не была разведенной. Я не была вдовой. Я была никем. 30 лет я была никем». 30 лет. Никем. Это про всех родственников всех 4 лодок. Не только про Эстер Раанан. Про французских вдов, которые ждали 51 год. Про советских матерей, которые получали свидетельство о смерти с прочерком в графе «Обстоятельства». Про американских детей, которые росли и так и не узнали, как именно погиб их отец. 58 лет прошло с 68 года. Это уже почти 3 поколения. Многие из тех, кто помнил погибших живыми, ушли сами. Внуки и правнуки, вот они теперь хранят фотографии и редкие письма. Внуки приходят к мемориалам в Хайфе, в Тулоне, в Норфолке, к той точке во Владивостоке, где стоит небольшой памятник Каста-29. Там тоже бывают цветы. А ответы где-то на дне, где они и были все это время. И, может быть, какие-то из них мы еще успеем достать. А какие-то уже нет, потому что время, увы, тоже под водой работает в одну сторону. Документы выцветают, свидетели уходят, версии теряют тех, кто их помнит во всех подробностях. Подробностей особенно. С ними хуже всего, потому что подробности — это то, что обычно знает 1-2 конкретных человека. А когда они уходят, версия превращается в общее место. Без объема, без нюансов. Так что я хочу прямо сейчас, пока вся история еще свежа в голове, сделать одну простую вещь. Сложить вместе все, что у нас по этим 4 катастрофам установлено, и все, что не установлено до сих пор. Чтобы было понятно, где у нас земля под ногами, а где открытая вода. Дакар. Из 4 единственная, где есть рабочая техническая версия, которой можно поверить. Заклинивший клапан шноркеля, вода в моторном отсеке, потеря плавучести, провал на глубину, корпус не выдерживает давления. Эта версия объясняет картину обломков, объясняет отсутствие следов внешнего воздействия, объясняет молниеносный характер катастрофы. Но и здесь окончательной экспертизы нет. Обломки на глубине почти 3000 метров – это не та глубина, на которой можно работать, как с автомобилем после аварии. Развернуть металл, посмотреть, что было внутри клапана, невозможно. Так что версия рабочая, но не доказанная окончательно. Минерв. Найдено только в 2019. К моменту, когда я записываю это, обследовано поверхностно. Окончательной экспертизы корпуса не проводили. Что именно произошло с лодкой за те 4 минуты, в которые она ушла на дно, мы не знаем. И главное, слова командира о непонятных звуках так и остались без расшифровки. Это не значит, что объяснение невозможно. Возможно, со временем французские ВМС поднимут больше материалов, проведут более детальное обследование, найдут черный ящик, если он там есть. А пока это самая открытая из 4 историй. Каста-29. Уникальная, потому что часть лодки в 74-м подняли американцы. Это значит, что у американских специалистов есть какие-то ответы, которые у нас в России никогда не появятся в открытом доступе. Часть документов рассекречена, часть нет. Полная картина того, что произошло 8 марта 1968 года в Тихом океане, известна, видимо, узкому кругу аналитиков ЦРУ и БМС США. У нас версии, аргументы, контраргументы,
но не доказательство. Скорпион. Обломки находятся в Атлантике с 1968 года. За эти десятилетия их обследовали несколько раз. По официальной версии, техническая авария, но альтернативная версия про советский ответный удар, она тоже до сих пор живет в публикациях, и опровергнуть ее до конца у американцев не получается. Окончательной точки в этой истории нет, хотя со временем, если откроются какие-то документы советских архивов или американских, может и появится. Что у этих 4 лодок общего технически? Все погибли в первой половине 1968 года, в течение 5 месяцев. 3 из 4 в северном полушарии, и все 4 в умеренных или субтропических широтах. Все были современными для своего времени машинами, не списанным хламом, не учебными лодками, а действующими боевыми единицами. Все 4 на боевом или учебно-боевом задании. И это, по-моему, самое странное, ни одна не успела передать развернутого сигнала тревоги. Только короткие сообщения, обрывки, плановые сеансы и тишина. Это означает, что катастрофа в каждом случае развивалась очень быстро. От «все в порядке» до «все кончено» минуты. Что общего политически? 68-й – это пик подводного противостояния. Корабли 2 сверхдержав постоянно ходили в одних водах. И, что важно, не все эти выходы были известны даже собственному командованию в полном объеме. Разведывательные операции, скрытые наблюдения, теневые походы – это была обычная практика. Параллельно, то, о чем я уже говорил, переходный момент в технике. Лодки старого поколения изнашивались. Лодки нового только входили в строй. То есть в 68-м одновременно эксплуатировались старые конструкции на пределе ресурса и новые, без отработанной практики применения. И вот вопрос, который остается главным. Если каждую из 4 катастроф технически возможно объяснить, и каждую отдельно действительно объясняют, почему они случились именно в один год? Не растянулись на 5 лет, не сжались в один месяц, а разместились между январем и маем 68-го. Может быть, это статистика, то есть совершенно нормальное распределение редких событий, которое нашему мозгу кажется значимым, потому что мы любим находить закономерности там, где их нет. Может быть, это совпадение, случайное сочетание обстоятельств без общей причины. А может быть, это что-то такое, что в архивах до сих пор не лежит. Не лежит, значит, либо никогда не было зафиксировано в документах, либо лежит в архивах под грифом, которые не снимут уже никогда. И в обоих случаях до нас не дойдет. Я остаюсь с этим вопросом без ответа. И мне кажется, это самый честный финал, который тут возможен. Если бы я сейчас встал и сказал: «Теперь я объясню, что на самом деле произошло в 68-м», я бы вам соврал. Я этого не знаю. Никто этого не знает. Знают на дне 4 лодки и около 300 моряков, которые на них остались. У них этого спросить уже нельзя. Но я могу спросить вас. У многих из вас в семьях остались люди, которые помнят 60-е. Кто-то служил тогда на флоте, кто-то жил в военных гарнизонах, кто-то просто помнит газеты и радиопередачи той эпохи, то, что говорили, и то, о чем молчали. И вот к вам, к этой памяти, я и хочу сейчас обратиться. К этой памяти, да. Но прежде чем я задам вопрос, я хочу поделиться одним образом, который у меня в голове сложился, пока я готовил этот материал. Он не объясняет ничего. Он про то, что осталось. В военно-морском музее в Хайфе стоит рубка Дакара, часть стальной башни, поднятая со дна Средиземного моря в начале 2000-х. Та самая, на которой когда-то стояли командир Раанан и его вахтенный, когда они в последний раз передавали координаты на базу. Сталь, изъеденная морской водой, с характерными налетами, которые металл получает за 30 с лишним лет на 3-километровой глубине. Заклепки, которые держали всю эту конструкцию против давления, на месте, не вырваны, не вскрыты, просто потемневшие. Рядом с рубкой мемориальная доска. На ней 69 имен. Семьи моряков туда приходят. Раз в год официально в дни траурных церемоний. И по личному между датами. Я смотрел фотографии и видеозаписи. Люди подходят к рубке и кладут руки на сталь. Иногда плачут. Иногда просто стоят молча. Это все, что у них есть. Не могила в обычном понимании, не место упокоения. Просто часть лодки, на которой их близкий когда-то стоял. У большинства семей К-129 и Минервы нет даже этого.
У моряков с Каста-29 есть могилы в море, есть фотографии тех американских похорон, есть памятники во Владивостоке. У моряков Минервы есть только координаты 45 километров от Тулона и общая память. У моряков Скорпиона мемориальные таблички на базе в Норфолке. Никаких возвращенных обломков, никакого металла, к которому можно прикоснуться. И когда я думал об этой разнице, что у кого-то есть кусок стали с морского дна, а у кого-то нет, у меня была одна мысль, на которой я хочу остановиться. 40 лет металл рубки Дакара лежал на 3-километровой глубине, под давлением, которое плющит автомобильный кузов в монету, в соли, в темноте, без воздуха. И не разрушился. Подняли и поставили в музей. В каком-то смысле это лучший памятник, который мог получиться. Сталь, которая выдержала океан и вернулась к людям, чтобы напомнить. В 1968 году под воду ушли около 318 человек на 4 лодках разных стран. Из этих 4 одну удалось поднять частично. Та самая операция «Дженнифер». Американцы, носовая часть длиной около 38 метров. У другой подняли только рубку. 2 оставшиеся целиком на дне до сих пор. И, скорее всего, останутся. Что у этих катастроф общего, мы, наверное, окончательно не узнаем. Может, нечего и узнавать? Просто холодная статистика, разнесенная по календарю одного года. Может, океан в 60-е годы был для людей все еще очень большой, очень темной, очень плотной средой, в которой техника человека еще не научилась чувствовать себя дома. Мы ее туда отправляли, а среда иногда забирала, без объяснений. А может, что-то еще, что-то, чему мы пока не дали имени. Теперь лично к вам. 60-е. Холодная война, подводные лодки, ядерные ракеты, гонка вооружений. У многих из вас в семьях были люди, которые помнят эту эпоху изнутри. У кого-то родственник служил на флоте, может, на надводных кораблях, может, на самих подлодках. У кого-то семья жила в военных гарнизонах, на Камчатке, в Североморске, на Балтике, на Черном море. Кто-то этих лет сам не застал, но помнит рассказы родителей и дедов, что говорили в газетах, что говорили на кухне и о чем не говорили вообще. Расскажите в комментариях, что вы помните. Может быть, у вас в семье обсуждали гибель К-129? В 68-м советская печать про нее почти не писала, но в военных кругах и в семьях моряков об этом знали. У вас в семье такое было? Может, кто-то служил с теми, кто потом погиб на этой лодке? Может, ваш отец или дед просто помнит сам этот год, как тяжелый, странный, что-то такое в нем носилось в воздухе? Я читаю каждый комментарий, каждый. Это не вежливая фраза, это просто то, как я работаю. Эти истории, они в архивах не лежат, их не публикуют ни в одном научном сборнике. Они живут только в людях, которые их помнят. И пока эти люди готовы их рассказывать, они могут перейти дальше, к нам, к нашим детям, к тем, кто будет смотреть это видео через 10-20 лет. Если эта тема вам близка, подпишитесь на канал. Я буду разбирать другие неразгаданные катастрофы холодной войны. И я обязательно вернусь к 68 году. Одной серией эту историю не закрыть. Слишком много открытых вопросов. Слишком много имен, которые еще нужно положить на правильные места. До встречи на канале. Спасибо, что были до конца.